Итак, мы слепили наши вот заготовочки такие для копыта и для рога. И теперь надо их покрасить до того, как мы будем клеить. Вот, смотрите, ну, как бы вы там сами решаете, какой у вас цвет по отношению, да, к шкурке там, или что вы хотите получить. Но мне просто вот нравятся такие расцветки лошадок пятнистые. Вот, пожалуй, мне, наверное, будет что-то такое похожее на вот эту. Ну, так как уже у меня грива такая более, ну, вот хвостик, да, такой под цвет, то, скорее всего, я буду вот сюда углубляться. Пусть это будет не классический единорог, но такой, какой я хочу. Вот. И поэтому вам нужно взять красочку, похожую на то, что вы хотите, да, какой-то, может быть, в цвет шкурки, или наоборот, это будет контрастно. Вот, если бы я делала такую лошадку, то, пожалуй, я бы сделала черные копыта ей, ну, или там темно какие-то, они синие, даже я бы сказала, да, и там такой же черненький рожек. Но я делаю такой бежево-коричневую, поэтому просто берем, красим. Можно красить акриловой краской, можно... Вот эта краска у меня... Надо было ее помешать. Сори, забыла. Это краска Дарьи Геллер. Есть два цвета. Просто этот цвет прям так хорошо подошел под то, что я хочу. А так можно обычно намешать акрила и пользоваться акрилом. Вот, ну, как бы никаких особых премудростей, просто красим в несколько слоев, чтобы убрать просвет изначального цвета. Вот. И то же самое с рожиком делаем. Ну, потом еще немножко придадим какой-то потертости, может там какие-то еще сделаем нюансики красивые. Потом, я думаю, в конце уже, когда будем оформлять, оформим с светящимся гелем копыта и рог, вот, который светится в темноте. И будет что-то такое загадочное. Так, и теперь выкладываем так, чтобы это все сохло. Ну, в общем, продолжаем в таком же духе. Когда подсохнут наши детальки, можно немножко их подтонировать. Вот, смотрите, здесь я немножко уже сделала, да, тонировочку такую. Тут еще нет. Ну, чтобы как бы не было такого преобладания одного цвета, чтобы какие-то цвета еще были в копытах. Вот, ну, как в живой природе, да, нету там коричневого медведя. Если присмотреться, у него множество разных ворсинок разноцветных. Вот, и копыта тоже можно присмотреться и видеть, что они такие вот разноцветные, какие-то с оттенками, с трещинками, с царапинками. Вы можете делать такую тонировку, вот не только как я, это я делаю пан-пастелью. Вот. Вы можете делать акрилом, намешать нужный вам цвет. Вот, и пальцем прям вот так, как и я, делать. Я люблю тонировать пальцем, потому что, ну, такие именно тонировать плотные, то есть не мягкие фактуры пальцем. Вот, и мне нравится результат такой, получается, как дымка такая. Когда не нужны такие следы от кисточки, да, грубые, то можно пальцы смело применять. Вот, тут я немножко, видите, вначале подтонировала. Теперь я хочу взять кисточку. Вот там вот внутри.
Вот так. Когда я делала олененка, копыта олененку, то сначала я красила вот такие вот, ну, телесным цветом, затем, вернее, нет, и там был вначале вот же этот телесный цвет, да, я покрыла коричневым, ой, то есть темно-черным, черно-коричневым цветом, а затем, когда высохло 2 слоя краски, я затерла на этих местах, как будто, ну, такое обцарапанное немножко копытце получается. Вот, можно и так тоже использовать и применять такие способы. Вот, теперь нам нужно будет покрыть их лаком и затем уже приклеивать к ткани. Покрываем лаком, любым матовым лаком, ну, либо же глянцевым, как вам захочется, какая у вас идея возникнет в голове. Вот, тоненьким слоем обычно лак дает сначала такой голубоватый оттенок, но при высыхании испаряется и становится просто прозрачным. Итак, смотрите, когда вы убрали лишние сегменты, вам нужно подготовить ткань дальше к приклеиванию. Вот эти вот припуски наши, их нужно подвернуть и приклеить. Вот сюда внутрь будем наносить на припуск клей. Можно его наносить в момент кристаллов. Запаситесь какими-то прищепками, вот, которые вам помогут это все зафиксировать, чтобы все крепенько держалось. Вот, и так проделываем со всеми лапками. Итак, когда копыта высохли, лак высох, нам нужно их приклеить к к ножкам. Посмотрите внимательно, вот есть ли ворс внутри вот подворотика нашего, да, и вот по краешку. Если есть, то его следует обрезать. Вот. Затем промазываем внутри клеем, момент кристалл. Так, вы подберите еще, кстати, такие, чтобы хотя бы примерно были одинаковые для переда и для зада, например, да, похожие были копытца. Затем вставляем копыта в ножку. Смотрите, если у вас вдруг как бы не садится, не влазит, то берете наждачку и подпиливаете копыта. Вот. Нащупайте здесь шов и
смотрите, чтобы вот задний, да, шов шел как раз вот в эту выемочку такую нашу, чтобы не скосить копыта и не приклеить его неровно. Вот. Так. Смотрите, старайтесь еще клеить немножко вот так по диагонали. Ну, если посмотреть на копыта, то вот видите, да, немножко вот когда нога стоит ровно, скошена вот этот край, ну, в общем, кожа вот, кожа натянута неровно, да. Вот, и вы постарайтесь тоже так приклеить, вот, то есть назад вот так немножко оттянуть и прижать покрепче. Вот, и продолжить то же самое с остальными копытцами. Так вот у меня копыта не влезло, поэтому показываю, как сделать это на практике. Берем грубую шкурку, наждачную бумагу и вперед. Тут не нужно шлифовать ничего, потому что это все будет внутри. Примеряем. Еще можно убирать. Так, сегодня мы будем набивать наши ноги, тело. Вот уже готовые копыта. И здесь предусмотрено отверстие для набивки. В эту часть мы должны набить поплотнее, потому что копыта имеет определенный вес. И когда слабо набивается, оно так телепается. Поэтому здесь вначале набиваем очень плотно. Ну а дальше уже, ну, как бы на ощупь не сильно плотно, но не так, чтобы слабо, чтобы не было пробелов, пустот. Для этого берем шерсть. Рвем небольшие кусочки. И в наше отверстие для набивки с помощью, я пользуюсь палочкой для суши, набиваем. Все это стараемся вокруг нашего скелета раскладывать и уплотнять. Вот возле самого копыта, ну примерно где-то сантиметра 2, мы набили плотно. Прям вот оно. И уже лапа не телепается. Ну, копыта. Если это у нас вот свободно ходит, без всякого, то это уже только со скелетом. А дальше набиваем, ну, покуда позволяет отверстие, через это отверстие до сюда. Дальше уже набиваем через
верхнее отверстие. Берем палочку подлиннее, по чуть-чуть кусочки и каждую. Первый раз в выкройке мы не предусмотрели вот это отверстие и набивали мы из тела, задние ноги через попу набивали аж. Просто нужна палочка подлиннее. Как я в других видео рассказывал, палочку я взял, ну, самое тонкое колено от удочки, продается в рыболовных магазинах. Отрезал себе сколько надо длины, ну, чуть, чтобы руке было удобно, и до конца копыта. И этой палочкой было очень удобно набивать. Когда вы набьете часть ножки, вот в самом начале, да, вам нужно будет зашить вот это отверстие, чтобы продолжить набивку всего тела, вот, и чтобы набивка не вылазила. Смотрите, вам сейчас нужно будет, ну вот если у вас не получается, вот так стянуть оба края к серединке, вам нужно вытянуть набивку возле вот отверстия. Если, ну, как бы ее слишком много, да, лучше потом вы сверху немножко еще зайдете и доложите. Вот, иначе у вас тут вы порвете ткань, когда будете стягивать. Вот, достаете ворс из припусков. Берете крепкую нить какую-то, вот, Гутерман или 100 ll, либо джинсовую, и, ну, иголочка, мне какой вам удобно, мне удобно пришивать такие вот детали объемные круглой. Берем, пришиваем потайным швом, так же как зашивали мы, пришивали шею, вот, и будем зашивать все отверстия для набивки этим швом. Вот, и в конце делаем воздушные узелочки. Проверяем, вытягиваем ворс из шва, проверяем, нет ли дырочек больших. Может, мы что-то пропустили. Если пропустили, возвращаемся, еще раз место проходим. Вот, и выводим нитку. Сейчас. Вот, выводим нитку где-нибудь подальше.